Наверное, ностальгия — это самый нечестный прием вообще в масс-медиа, когда, будь то фильмы, какие-то игры, пытаются вот опираться не на что-то новое, а на то, что было раньше, на ностальгию. И по сути, Konami невольно этим и занимаются, посвящая новую кампанию как раз-таки той самой ностальгии. С другой стороны, у них для этого есть более чем веский повод, а именно 30-летие серии PES, а ныне уже eFootball. Кампания в честь клубного чемпионата мира подошла к своему завершению, пришла на смену новая кампания, которая пытается растопить лед в сердечке каждого и лишний раз напомнить о том, как же раньше было прекрасно, солнце ярче, а трава зеленее. Приветствую, как и всегда, вы на канале Realistic PES. Давайте обсудим контент, который появился сегодня в игре и что же в нем такого особенного. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock, ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке, а также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. А если вы обладатель такой платформы, как ПК, и играете в Steam, и вам необходимо пополнить его баланс, то это также можно сделать на PlayRock с наименьшей комиссией на рынке. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. То самое, о чем мы говорили в последние дни, а именно 30-летие серии PES, оно уже начинает появляться в игре, так сказать, отдельные кампании, мероприятия, контент, связанный со всем этим, и я более чем уверен, что это далеко не предел, потому что у нас есть 26-я часть, и думаю, что для нее нам тоже что-нибудь приготовят. Но как бы то ни было, в игре уже стартовала отдельная кампания, которая буквально-таки кричит о том, что это ностальгия, кампания ностальгическая, буквально, и точно так же, как это было в прошлом году, когда мы ссылались на PES 2020, на сей раз мы ссылаемся на всю серию PES непосредственно. Ну и отголоски наблюдаются именно к 6-й части. При входе в игру нас встречают старые обложки с Лионелем Месси, когда он был лицом серии Pro Evolution Soccer. В общем-то, Konami буквально-таки кричат о том, что вот, мы вернули вам PES, хоть ненадолго, хоть и не совсем в том виде, в котором вы ожидали, но PES-ка вернулась. Сама кампания не особо-то чем-то отличается от всех предыдущих, точно так же, как и всегда, заходим в игру, пробиваем пенальти, выполняем цели и за все это дело получаем награды. ГПшки, различные поинты прокачки, даже имеется золото, и что самое интересное, это подарочные крутки для отдельного пака, о котором мы поговорим чуть дальше. Также в рамках ностальгии Konami сделали такой вот референс в сторону ретро-гейминга, и теперь в исполнении пенальти и в рамках отдельного ивента на время нам доступны новые старые модельки, которые отсылаются к старенькой графике, когда еще не было всей той детализации, когда футболисты были все на одно лицо, без каких-либо особенностей. Для отдельных эстетов есть лишний повод пожаловаться, что это выглядит вырвиглазно, неуместно, пикселизировано, похоже на Майнкрафт, но с другой стороны это простой фан, на который много времени не уходит. То же самое исполнение пенальти осуществляется быстро, точно так же, как и ивент на время. Быстренько забили и вышли и забыли про него. Ни больше, ни меньше. Делая небольшой перерыв между шоу-таймовскими и бигтаймовскими наборами, Konami вновь обратились к эпическому набору и на сей раз представили его в отличительном дизайне, как это было, снова же повторюсь, с Капитаном Цубасой. И если там карточки были анимешные, то здесь карточки отсылаются к стареньким моделькам. Но у каждого из игроков на карточке указана другая версия игры. Например, у Адриана это PES 6 и его моделька непосредственно оттуда. Роберто Баджо представлен, по идее, как бы из третьей пески, хотя его моделька тоже из PES 6. Точно так же, как и Пике. Его моделька, по сути, из 6-й части, хоть он выглядел там совсем иначе. Вообще не так, как представлен на карточке. И на его карточке упоминается PES 2009. Почему Konami не использовали все эти модельки из представленных частей, которые указаны на карточках, отдельный вопрос. Но в целом оформление такое, интересненькое. И со всей этой ностальгией мы даже как-то особо не обращаем внимания на то, что Жерар Пике дебютирует в качестве эпического футболиста. Это его первое появление после завершения карьеры. В магазине наборов появилась новая форма, которая отсылается к PES, а именно к PES 2016. Это
праздничная форма, которая была в 16-й части игры, которая в свою очередь отмечала 20-летие серии. Сейчас у нас 30-летие, тогда было 20-летие. И вот эта форма из 16-й пески стала доступна в eFootball всего лишь за 100 золотых монет. В принципе, это еще то время, когда Konami особо сильно не изъебывались по оформлению. Именно вот что форм они выглядели не так вырвиглазно, как это происходит сейчас, поэтому я думаю, можно прикупить, выглядит более-менее стилево, и цветовое оформление, знаете, такой темно-золотой, выглядит очень даже к месту, как мне кажется. Я долго оттягиваю этот момент на протяжении ролика, но пришло время поговорить и о нем. Отдельный бигтаймовский набор и бигтаймовские карточки, которые нам в кавычках раздадут в рамках данной кампании. К сожалению, для нас Konami не торопится раскрывать полный список бигтаймовских футболистов, поскольку, несмотря на присутствие данного набора в игре, он недоступен для просмотра, количество игроков не отображается, тогда как сами Konami в соцсетях заявляют, что они постепенно будут объявлять тех или иных футболистов. Но уже известно, что среди этих бигтаймовских карточек будет Дэвид Бекхэм, Рональдиньо и Франк Райкард. Никакого упоминания про селективный контракт, а это означает, что мы будем получать только бесплатные крутки на данный пак. То есть самый что ни на есть элемент рандома. Вы не сможете выбрать желаемого футболиста, вам выпадет тот, кто выпадет. Может быть один игрок, а может быть и целых два. Кто знает, как Konami решат распорядиться этим беспощадным рандомом. Но реальность такова, что в рамках этой кампании, в рамках данной раздачи бигтаймовских карточек, судя по всему, возможности выбора у нас не будет. Вплоть до 10 июля мы будем копить эти крутки, которых должно быть в районе 20 штук, и после 10 числа этот пак должен быть доступен в игре. И эти самые крутки мы сможем на него потратить. С контентом, который мы получили сегодня, мы заканчиваем, и давайте немного поговорим про контент, который получим на следующей неделе, поскольку он также нам известен. В начале следующей недели мы вновь увидим бигтаймовский-шоутаймовский набор, тройка которого также известна. Это бигтаймовский Ван Дейк и шоутаймовские Де Йонг и Джуд Беллингем. И я снова накину говна на вентилятор, особенно после предыдущего ролика, но я не понимаю, за какие заслуги получит Джуд Беллингем эту шоутаймовскую карточку. В принципе, не то чтобы он плохо провел этот сезон, просто у него были травмы, он играл не постоянно и долго набирал форму, поэтому были матчи, где он был просто бесполезен. И есть подозрение, что Konami добавили его чисто ради того, чтобы привлечь побольше внимания к этому набору и, возможно, сделать его более привлекательным для некоторых игроков. Ибо как-то иначе я не знаю, как это можно будет описать. Ну а помимо этого, нас также ожидает еще один набор, который, я так понимаю, будет на замену тем же самым подсам, потому что бигтаймовский и шоутаймовский набор не отсылается к какой-то лиге, а игроки, которые в нем присутствуют, нам дают подсказку, что же это за пак может быть, а именно набор с молодыми футболистами. Здесь и Ламин Ямаль, и Кубарси, и Рауль Асенсио, и Тимбер, и Гравенберг, и Эланга, и Харви Эллиот. В общем-то, все самые, знаете, такие молодые и заметные футболисты. Вопрос лишь в том, будут ли это карточки из разряда вот подсов, в котором нельзя будет добавить ни навыков, ни дополнительных позиций. Если у них будет такая же концепция, это будет очень и очень грустно. Ну и на этом у меня все. В комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение касаемо новой кампании, какие у вас ожидания от бигтаймовских карточек, как вы думаете, кто помимо представленной тройки будет еще присутствовать в этом наборе. Ну и также не забывайте поддерживать это видео своими большими пальцами вверх. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч.